Глава 891. Кризис. Конечно. Другие твои дела меня не интересуют. Хотя мы пришли к соглашению, давай найдем место побезопаснее, где мы сможем обсудить все это. Это место слишком открытое. Хань Ли улыбнулся и взмахнул рукавом в направлении Фэн Юэ, не дожидаясь его согласия. Порыв лазурного света облетел Фэн Юэ и поймал его, когда он почти упал. Как только лазурный свет обернулся вокруг его талии, он всплыл над землей. Хотя культивация Хань Ли была запечатана, он все еще мог контролировать свою магическую силу, что выходило за рамки возможностей обычного культиватора заложения основ. В этот момент его вторая зарождающаяся душа вышла из леса и снова появилась перед Хань Ли с трехконечным колом в одной руке и первичной душой человека в фиолетовой одежде в другой руке. Хань Ли взглянул на первичную душу старика и равнодушно сказал: «Она бесполезна». «Убей ее!» Вторая зарождающаяся душа ухмыльнулась, услышав Хань Ли, и крепко схватилась за первичную душу, а затем выпустила темно-зеленое пламя из своей маленькой руки. Зеленый шар на мгновение задрожал, а затем превратился в пепел. В этот момент Хань Ли щелкнул пальцем, и огненный шар размером с яйцо ударил по останкам старика, а затем сжег их дотла. Затем Хань Ли махнул рукой и приманил к себе сумку для хранения старика и маленький огненно-красный меч. Заметя остальные следы, Хань Ли поднял Фэн Юэ в небо и полетел в свое временно каменное убежище. Теперь, когда его культивация была запечатана, ему нужно было быть предельно осторожным. Кроме того, Хань Ли чувствовал себя особенно мрачно из-за того, что не мог использовать всю мощь своего духовного чутья. Хотя оно у него по-прежнему было на уровне культиватора зарождающейся души, он решил скрыть большую ее часть. Если бы великий старейшина парящих племен или кто-либо из их культиваторов зарождающейся души с усиленным духовным чутьем обнаружил бы его, то он бы сам себе подписал смертный приговор. Поэтому он использовал свое духовное чутье для осмотра близлежащих областей, чтобы любые бродячие высокоранговые культиваторы не заметили его. В прошлый раз Хань Ли застали за кормлением его золотых прожорливых жуках, потому что он высвободил часть своего духовного чутья. В результате он пострадал из-за своей небрежности. Затем, когда это случилось, культиватор средней стадии зарождающейся души гнался за демонической птицей за 10 километров от него. Если бы Хань Ли был осторожен в тот день, он бы смог вовремя убрать своих жуков и избежать катастрофы. Ему действительно не повезло, что культиватор средней стадии зарождающейся души, обладающий мощными навыками техники движения, пролетал мимо, в таком огромном месте, как бесконечные небесные равнины. И он был убежден, что если бы обе стороны знали способности друг друга, боя между ними можно было бы избежать. Каждый раз, когда Хань Ли вспоминал об этом, он не знал, смеяться ему или плакать. Теперь он обнаружил, что большая часть его магической силы запечатана из-за побочного эффекта зловещей Ци, а у его противника смогла спастись одна часть зарождающейся души из 7. Вероятно, он понес огромную потерю в культивации, и ему понадобится немало времени, чтобы прийти в себя. На следующий день Хань Ли вернулся в лагерь. Там было гораздо меньше палаток, чем во время его первого прибытия. Казалось, что многие из племен закончили отдыхать и продолжили свой путь. Найдя племя серой цапли, Хань Ли обнаружил, что они уже были готовы и ждали его возвращения. Инлу был рад видеть Хань Ли и поспешно пригласил его в повозку. Затем он приказал своему каравану выйти с другой стороны лагеря. Хань Ли сел в повозку и медленно закрыл глаза, готовясь ко сну. Но, вопреки его ожиданиям, она внезапно остановилась сразу же, как они покинули лагерь. Хань Ли нахмурился и просто выпустил немного своего духовного чутья, вместо того, чтобы поднимать шторы. Вскоре стали появляться сопровождающие из различных других племен, и их лидеры позвали Инлу, чтобы объединиться с племенем серой цапли в передней части их каравана. В этот момент Хань Ли понял, что за время его отсутствия племя серой цапли сформировало своего рода альянс. У этих экипажей были свои охранники, но их уровень культивации был патетически низким. У двух из них уровень культивации был только на стадии уплотнения Ци. Согласно словам парящих племен, культиваторы стадии уплотнения Ци не считались настоящими бессмертными. Также было неизвестно, как эти племена встретили этих культиваторов. Несмотря на запечатанную культивацию Хань Ли, он все равно превосходил по силу всех остальных охранников каравана. В результате Хань Ли почесал себя по подбородку с горькой улыбкой на лице. Он считал, что наличие большего количества племен в этом путешествии только навлечет на себя больше неприятностей, чем поможет. Затем племя Красного Волка двинулось вперед. При виде этого выражения его лицо дрогнуло, и он хотел было высвободить свое духовное чутье, как вдруг ощутил чьё-то слабое чутье, что осматривало караван. Если не мощное духовное чутье Хань Ли, он бы, скорее всего, даже не почувствовал этого. Хань Ли изменился в лице и, не задумываясь, скрыл свою ауру.
Как и ожидалось, нить духовного чувства пронеслась через весь караван, а затем сосредоточилась на осмотре присутствующих культиваторов. Мгновение спустя Ханьли встал и начал ходить по кругу, в конце концов решив остаться в своей повозке. У Ханьли появилось плохое предчувствие, когда они покидали лагерь. В этот момент на втором этаже каменного сооружения в лагере стояли 3 культиватора парящих племен, и все они смотрели в сторону каравана Ханьли. Лысый старик неожиданно вскрикнул от удивления и открыл глаза с недоумением. Крупный мужчина средних лет, стоящий позади старика, изменился в лице и спросил: «Старший Ин, неужели ты нашел что-то?» Лысый старик фыркнул и раздраженно посмотрел на мужчину средних лет. «Будь спокоен. Это был не иностранный культиватор. Среди них был человек, который был сильно отравлен и окружен токсичной ци. Я сбит с толку, как он все еще жив». Женщина в дворцовом платье, стоявшая рядом со мужчиной средних лет, улыбнулась и объяснила: «Старший боевой дядя, брат Ли просто немного обеспокоен. Старшему боевому дяде нечего бояться иностранного культиватора, хотя здесь вы единственный культиватор зарождающейся души. Учитывая, насколько злобен этот человек, многие малые племена и мелкие культиваторы в караванах будут втянуты в битву, и хотя вы сможете постоять за себя, вы не сможете позаботиться о других. Надеюсь, вы сможете оправдать наши ожидания». Старик спокойно сказал: «Не льсти мне. Если бы он не был ранен, даже 3 таких, как я, не были бы ему соперником. Но теперь, когда он получил травму от ладони вечного бессмертия, мне нечего бояться. На данный момент мне просто нужно следить за этой областью и не допустить, чтобы чужеземец улизнул от нас. Наше племя должно овладеть его техникой выращивания золотых прожорливых жуков в таком количестве. Мы оповестили культиваторов зарождающейся души во всех близлежащих лагерях в надежде найти его. После того, как мы установили неминуемую сеть и завершился день духовного освобождения духа, святая и 2 великих старейшины встретятся в близлежащем храме и используют священную реликвию, чтобы призвать дух святого зверя. Затем с помощью его силы мы быстро найдем этого чужеземца. Он не сможет сбежать от нас». Женщина в дворцовой одежде вздохнула с облегчением и сказала: «Вот как. Мне было интересно, почему нас не заставили действовать после того, как мы получили эти приказы». Старик фыркнул и сказал: «Вы думаете, мы решили обмануть вас? Однако никто бы не смел винить вас в этом. Хотя он тяжело ранен, вы все равно ему не соперники. Кроме того, культиваторы из других районов вели себя так же. Мы не верили, что вы сможете запугать его так, чтобы он покинул свое укрытие. В конце концов, техники движения того чужеземца очень необычны. Он не только хорошо владеет техниками движения Земли, но и использует эту странную технику кроваво-красного уклонения. Если его обнаружат, мы не сможем поймать его без великого старейшины. Кроме того, несмотря на то, что я вам сказал, вы все равно должна выполнять свои приказы и время от времени посещать соседнюю область поисков». «Да». Крупный мужчина средних лет и женщина в дворцовых одеждах переглянулись между собой и наигранно улыбнулись. В конце концов, они были немного обеспокоены тем, как они справятся с ситуацией. Теперь, когда у них было подтверждение, они чувствовали себя намного легче. «Ах, да, старший Ин, раз вы обнаружили, что отравленный человек в караване выглядит довольно странно, может, вы хотите задержать его для допроса?» — спросил крупный мужчина, пытаясь заслужить благосклонность. Это сердце старика дрогнуло, и он погладил бороду, размышляя. Затем он махнул рукой и сказал: «Оставьте это. Нет ничего странного в том, что он выжил. Наверняка у него есть какие-нибудь сокровища, защищающие от яда, или он принял какие-то таблетки. Однако, это показывает, что у него есть старший, который его поддерживает. Я считаю, что ему осталось жить всего несколько дней, а затем он погибнет. Будет проблемой, если мы окажемся в этот момент поблизости». «Сделаем так, как вы говорите», — смущенно сказал крупный мужчина. Его попытки добиться милости не увенчались успехом. В этот момент старик еще раз взглянул на караван и бессознательно нахмурился. Когда он впервые прошелся своим духовным чутьем через караван, он почувствовал тело культиватора, находящееся под воздействием необычайного ограничения, но это ощущение было очень кратким. Во второй раз, когда он осмотрел караван, он не смог найти никаких следов этого. Это странное явление несколько сбило его с толку. Глава 892. Огромная летучая мышь. Из странного открытия старика следовало 2 вывода: либо он ошибся, либо культиватор обладал духовным чутьем, намного превосходящим его собственное, и, скорее всего, был чужеземцем, которого они искали. Независимо от результата, оба они были плохими.
Первый вариант мог привести к потере репутации перед двумя младшими, а второй мог привести к катастрофе. Хотя он и сказал, что схватить раненого культиватора на ранней стадии зарождающейся души будет легко, он сам был одним из тех, кто участвовал в битве с Ханьли и бежал в ужасе от его способностей. Культиваторы зарождающейся души, которые пали в битве против Ханьли, сгорели в фиолетовом пламени, а их зарождающиеся души были заморожены. Эта сцена намертво впечаталась в память старика. Даже если чужеземец был ранен, он считал, что он все равно сможет убить. Поскольку поблизости не было других культиваторов зарождающейся души и была вероятность погибнуть, ему хватало ума не проверять, была ли опасность настоящей. В любом случае, великие бессмертные и святая лично займутся этим человеком после дня духовного освобождения. Со страхом в сердце старик вздохнул и решил не догонять караван. Будь он на 200 лет моложе, он бы, вероятно, рискнул. Но теперь, когда жизнь его подходила к концу, он дорожил своим оставшимся временем. Лысый старик смотрел на уходящий вдаль караван, неподвижно стоя на месте. Двое младших, стоявших позади него, с недоумением переглянулись между собой, но ни у кого не хватало смелости, чтобы спросить об этом. Когда караван отошел на 10 километров от лагеря, Ханьли вздохнул с облегчением. Мастер духовного чувства, заметивший его в лагере, не последовал за ними. Хотя Ханьли быстро отреагировал на поиск духовного чутья, он не привык к падению культивации и тут же отозвал свое духовное чутье. Он не был уверен, действительно ли он скрыл себя. И учитывая, насколько неразличимым было духовное чутье, было ясно, что его владелец культивировал секретную технику. Он смог немного расслабиться, но продолжил скрывать свою ауру, не решаясь быть небрежным. Спустя полдня пути Ханьли почувствовал волну облегчения и начал постепенно высвобождать свое духовное чувство, преодолевая периметр более 10 километров. Чувствуя, что ничего необычного не было, Ханьли взмахнул рукой и вынул содержимое из сумки для хранения старика в фиолетовом. Скользнув взглядом мимо предметов, Ханьли увидел маленькую бутылочку. Взяв ее в руку, он понюхал и отложил в сторону. Затем он взял другую бутылку и сделал то же самое, будто пытаясь что-то найти. В конце концов Ханьли открыл крышку ничем не примечательной зеленой бутылки. Еще до того, как он узнал, что это было, из него вышла нить пурпурного тумана. Ханьли нахмурился и выплюнул шар лазурного света. Нить пурпурной ци обвивала свет, быстро затемняя его. Ханьли тут же изменился в лице. Прежде чем лазурный свет полностью испортился, Ханьли с силой подул на него, вернул в бутылку и быстро запечатал. Затем он облегченно вдохнул. Его действия не были напрасными. Он нашел оставшийся органический яд, что было хорошей выгодой. 10 абсолютных ядов встречались очень редко. Очевидно, клан Кун был исключительным, раз обладал чем-то таким редким. Он осторожно убрал бутылку в сумку для хранения, а затем выпустил нить духовного чувства, заглядывая в одну из повозок племени Красного Волка. В настоящее время Фэн Юэ держал обеими руками жемчужину размером с кулак и медитировал с закрытыми глазами. Черная ци вытекала из его глаз к жемчужине в руках, заставляя жемчужину сиять черным светом. Перед ним стояла стопка бутылок с лекарствами, и большинство из них были открыты, а было несколько разбросанных по сторонам таблеток. Ханьли покачал головой при виде этого и убрал свое духовное чутье. Хотя эта жемчужина выглядела неким исключительным сокровищем, способным поглощать ядовитую ци, она уже достигла своего предела. Поглощенная ядовитая ци вскоре будет заменена органическим ядом глубоко в его теле, и его усилия будут напрасны. Ошибочно было полагать, что он сможет избавиться от яда всего за 10 дней. С этой мыслью Ханьли закрыл глаза и погрузился в медитацию. 8 дней пути дорога была мирной, за исключением 2 низкоранговых демонических зверей. Караван наткнулся на них в момент небрежности, но, к большой радости культиваторов в караване, Фэн Юэ, Ханли и еще один культиватор не участвовали в охоте. Культиватор, решивший не охотиться, вызвал интерес у Ханьли. Осмотрев его, он пришел к выводу, что тот был обычным культиватором на средней стадии заложения основ, который был погружен в свою культивацию. Ханьли быстро потерял к нему интерес, осмотрев его еще несколько раз. Фэн Юэ, между тем, потерпел неудачу в своих многочисленных попытках избавиться от яда и впал в бешенство. Иногда на его лице появлялось отчаяние, а его волосы постепенно становились белыми. Это не было неожиданностью. Он был единственным потомком клана Фэн и был совершенно беспомощен, когда его роду грозило вымирание. Его страдания были намного сильнее того, что мог вынести обычный человек. У него осталось всего 3 дня, прежде чем его время выйдет. Так или иначе, Ханьли закончил понимать заклинание, которое монарх расщепления души дал ему ранее. Он обрел душевное спокойствие, поскольку больше не боялся попасть в окружение культиваторов зарождающейся души.
В один день, с наступлением ночи, караван из нескольких сотен человек остановился у реки, шириной около километра, чтобы остаться там на ночь. Различные племена разожгли вокруг себя костры и стали жарить скот. Услышав звук текущей воды, сердце Хайли дрогнуло, и он вышел из экипажа. Молодая женщина по имени Иншань ела кусок сушеного мяса, когда внезапно появился Ханли. Смутившись, она отбросила мясо в сторону и почтительно приветствовала Ханли, сказав: «Господин Бессмертный, у вас есть какие-нибудь пожелания?» За долгое путешествие Ханли первый раз вышел из своей повозки. Она была сбита с толку и была несколько взволнована. Ханли взглянул на изящное лицо женщины, посмотрел на мясо, которое она отбросила, и сказал: «Нет, ничего». Я решил осмотреться. Это в некотором замешательстве женщина предложила: «Бессмертный Хань, может, вам принести немного свежей воды?» Ханли взглянул на реку поблизости и кивнул. «Было бы хорошо. Хотя я больше не чувствую необходимости есть, выпить свежей воды будет хорошо». Услышав это, молодая женщина, несмотря на суматоху в своем сердце, побежала к реке с мешком для воды. Когда Ханли взглянул на нее сзади, его сердце дрогнуло, и он бессознательно улыбнулся. Вскоре молодая женщина принесла мешок с водой и кусок жареного мяса. Она задыхалась и предложила ему их со смущенным выражением на лице. С серьезным тоном молодая женщина сказала: «Господин Бессмертный, жареное мясо очень хорошее. Не хотите попробовать немного?» Ханли усмехнулся и сказал: «Конечно. Прошло много лет с тех пор, как я что-то ел. Попробовать еду будет интересно». Затем он взял мясо и откусил кусочек, посчитав вкус очень хорошим. При виде этого на лице женщины появилось радостное выражение. Закончив поедать мясо, Ханли сказал: «Должно быть тяжело ждать рядом с моей повозкой. Ты участвуешь в дне духовного освобождения, верно? Протяни свою руку и позволь мне взглянуть на твои духовные корни». «Большое спасибо, господин Бессмертный». Когда молодая женщина услышала его, она вытянула запястье с нескрываемым волнением. Ханли схватил ее за запястье, направив немного духовного ци в ее тело, и задумался на мгновение. Если бы его культивация не была на стадии заложения основ, он бы смог бы проверить ее способности, не касаясь ее. «Бессмертный Хань, как мои способности? Есть ли у меня шанс стать бессмертной?» С надеждой и нетерпением спросила она. «У тебя не должно быть проблем с тем, чтобы стать бессмертной, но тебе повезло, что ты встретила меня. Прими эту духовную таблетку до дня духовного освобождения». Выпустив ее запястье из своей руки, Ханли одним вызвал маленькую белую бутылочку. Она удивленно взяла бутылку. Хотя лекарственная таблетка не особенно ценна, она улучшит твою конституцию и поможет на пути культивации. Это была обычная духовная таблетка для низкоранговых культиваторов и не представляла большой ценности для Ханли. «Большое спасибо за великую доброту господина Бессмертного». Молодая женщина обрадовалась и поспешно поклонилась. «Встань», Ханли махнул рукой на молодую женщину и сказал: «Возможно, если судьба постигнет нас, мы еще увидимся в будущем. Кстати, поскольку эта река такая широкая, может это быть южная часть небесной водной реки?» Молодая женщина осторожно убрала бутылку и сказала: «Верно, господин Бессмертный. Это ответвление небесной водной реки. Оно спускается более чем на 50 километров, а затем соединяется с истинной небесной водной рекой». Услышав это, Ханли больше ничего не сказал и начал вспоминать все подробности, касающиеся небесной водной реки. Если он правильно помнил, река была невероятно длинной и получила звание самой большой реки на бесконечных небесных равнинах, и она даже достигала великой империи Цзинь под названием Мистическая река. Он невольно задумался над этим фактом. Затем выражение лица Ханли изменилось, и он поднял голову, взглянув на небо с мрачным выражением на лице. «Быстро доложи старейшинам племени, что к нам что-то летит», — угрюмо приказал Ханли. «Я не знаю, пролетает ли он мимо или специально направляется к нам». Молодая женщина была поражена, услышав это, и тут же кивнула головой, бросившись бежать к Инлу и другим вождям племени. Вскоре поднялся шум, и все быстро убежали от реки. Прежде чем большинство людей смогли вернуться в повозки, над горизонтом вспыхнул зеленый свет и раздался низкий клёкот, обнажив огромную летучую мышь, покрытую зеленым светом. Ее зловещий и пугающий вид заставил смертных дрожать от страха от одного ее вида. Многие культиваторы парящих племен в караване все выпрыгнули из своих экипажей и смотрели на нее с торжественным выражением на лице. Глава 893. Золотой пламенный камень. Взгляд Ханли был сфокусирован не на летучей мыши, а на культиваторах позади нее. Хотя они были довольно далеко, он все равно мог видеть их своими глазами духовного прозрения.
Среди них было 4 мужчины и 4 женщины. На мужчинах были надеты расшитые халаты, нефритовые ленты и великолепные украшения. На женщинах не было обуви, а сами они были одеты в белые халаты с золотым поясом. Судя по их нарядам с одного взгляда, можно было сказать, что они не из парящих племен. Все они находились на стадии заложения основ, только, казалось, двое их лидера были на стадии формирования ядра. К большому облегчению Ханли, они прибыли не за ним. Не успел он об этом подумать, как летучая мышь длиной 20 метров пролетела над караваном и дико взмахнула крыльями, зависнув над ним. Внезапно на их обрушился штормовой ветер, подорвав несколько повозок и разбросав их содержимое по земле. Многие из присутствующих смертных даже упали на землю. В тот момент все культиваторы парящего племени с ужасом переглянулись между собой. Кто ваш лидер? Пусть выйдет и говорит. Мужчина, лет 40, стоявший на спине летучей мыши, скользнул глазами по каравану и холодно заговорил на языке парящих племен. Этот человек был одним из 2 культиваторов формирования ядра. Другой культиватор стадии формирования ядра был женщиной в белом с ледяным выражением на лице. Инлу, услышав это, почувствовал, как его сердце ушло в пятки, но он тут же вышел вперед. Но не успел он поклониться и начать говорить, как его перебил культиватор формирования ядра и раздраженно сказал: «Я говорю не о смертных, а о культиваторах». Огромная летучая мышь взмахнула крыльями и выпустила еще один порыв ветра, отодвинув Инлу назад на несколько шагов. Он чуть не упал на землю. Культиваторы парящих племен при виде этого пришли в ужас. Казалось, что эти культиваторы пришли не с добрыми намерениями. Мгновение спустя они все посмотрели в сторону Ханли. В конце концов, в мире культивации лидерство по умолчанию было за тем, кто достиг высочайшего уровня культивации. При виде этого лицо Ханли стало мрачным. Однако затем он обнаружил, что Фэн Юэ и еще один культиватор парящих племен не вышли из своих экипажей. Было понятно, почему Фэн Юэ не появился. В конце концов, он был в отчаянии из-за своей приближающейся смерти. Не было ничего удивительного, что он боялся обидеть высокорангового культиватора. Другой культиватор был на стадии заложения основ. Было довольно странно, почему он не появился. Может быть, они пришли за ним, подумал Ханли. Не имея другого выбора, Ханли вышел вперед и спросил: «Могу ли я спросить, что привело вас сюда? Если вы хотите найти кого-то, что-то или попросить нас выполнить какое-то другое задание, мы сделаем все возможное, чтобы выполнить его». Холодный блеск появился в глазах мужчины средних лет, когда он услышал, как Ханли спокойным тоном, который был не услужливым, но и не высокомерным. Он взглянул на плащ и сказал: «Если хочешь поговорить со мной, сними плащ. Я хочу посмотреть на твое лицо». Услышав это, сердце Ханли дрогнуло, но, поскольку он так и не раскрыл свою истинную внешность в битве против культиваторов парящих племен, требование не вызывало тревоги. Не сказав ни слова, Ханли снял плащ, чтобы показать обычное лицо. Все культиваторы на летучей мыши посмотрели на Ханли, и он даже почувствовал секретную технику, которую они использовали, чтобы осмотреть его. Мгновение спустя мужчина отвел взгляд и повернулся к женщине рядом с ним, сказав: «Это его истинное лицо. Предатель, не он». Женщина кивнула, а затем она взглянула на других культиваторов в караване и покачала головой. В этот момент мужчина средних лет повернулся к Ханли и сказал: «Скажи своим товарищам выйти. Мы ищем кое-кого и подозреваем, что он может скрываться среди вас. После того, как мы его найдем, мы оставим вас в покое». Затем губы мужчины среднего возраста зашевелились, послав серию голосовых сообщений, и он махнул рукой. 6 культиваторов заложения основ слетели с летучей мыши и окружили повозки, в которых были Фэн Юэ и другой культиватор заложения основ. В 2 повозках было совершенно тихо. Когда другие увидели это, атмосфера стала настолько тяжелой, что они едва могли дышать. Лидеры племени, нанявшие этих 2 культиваторов, побледнели от страха. Ханли нахмурился, но промолчал. При виде того, что в повозках было тихо, он слегка усмехнулся и, взмахнув рукой, выпустил несколько огненных шаров размером с кулак, которые выстрелили в один из экипажей. В этот момент из одного из экипажей раздался горький смех. «Командир ГУ, я сбежал в парящие небесные равнины и путешествовал на такое большое расстояние. Какая необходимость в том, чтобы казнить меня здесь? Или вы настаиваете на том, чтобы это было моим местом смерти?» Прежде чем он закончил говорить, повозка вздрогнула, и от нее потянулась пелена ледяной ци, гасившая огненные шары. Появившийся здоровенный юноша лет 20 держал в руках белоснежный хрустальный шар, и выражение его лица постоянно менялось. При виде него культиваторы на огромной летучей мыши обрадовались. Улыбка мужчины средних лет исчезла, и он проговорил злобным тоном:
Цзянь-Цзянин, жемчужина снежного кристалла была в твоем распоряжении, как и ожидалось. Моя госпожа попросила тебя принести эту жемчужину северному мудрецу с Северной Ледяной горы, но ты осмелился украсть ее. У тебя хватает смелости говорить таким тоном. Если ты просто вернешься с нами, мы пощадим твою душу. В то же самое время 6 культиваторов заложения основ размылись и появились рядом с тем юношей, окружив его. Бежать ему было некуда. Услышав это, он дерзко улыбнулся: отправить меня к Северному мудрецу — все равно, что принести меня в жертву. Меня послали на эту миссию, потому что у меня ледяные духовные корни, не так ли? Я был бы идеальным жертвенным материалом для обработки этой жемчужины. Если бы я не сбежал, я бы умер. Стоя на летучей мыши рядом с мужчиной средних лет, женщина с ледяным выражением на лице фыркнула и сказала: «И что с того? Не забывай, что ты смог достичь таких результатов в культивации только благодаря духовным таблеткам, которые тебе дал наш дворец. В противном случае ты бы погиб 100 лет назад, как нищий, и ни о какой культивации не могло быть и речи. Не говоря уже о дворце, мы позволили тебе даже жениться и завести потомков. Настало время платить по счетам». «Чушь собачья», — усмехнулся юноша. «Даже если бы дворец не принял меня, другая большая секта приняла бы меня, учитывая мои мутировавшие духовные корни. Моя жена и дети — всего лишь небольшие акты доброты в обмен на мою жизнь. Дворец на самом деле не хочет верить, что это справедливо». Сказав это, он поднял белоснежную жемчужину, и из нее вырвался кристально чистый туман, окружив его на 60 метров в диаметре. «Значит, вот что ты думаешь?» Спокойным тоном сказала женщина: «Неудивительно, что ты совершенно не заботился о своей семье. Нам придется забрать тебя обратно во дворец и разобраться с твоим предательством. Ты правда думаешь, что жемчужины снежного кристалла хватит, чтобы противостоять нам?» «Ты бредишь». Сказав это, она махнула рукой, и 6 культиваторов заложения основ подняли алые флаги заклинаний в своих руках. Затем флаги вылетели из их рук и превратились в алые огненные шары, слившись в единое огненное облако шириной 30 метров. Когда юноша показал себя, вовлеченные стороны начали говорить на языке Великой Империи Цзинь. Другие члены парящего племени остались в полной растерянности. Ханьли же, который уже выучил их язык заранее, был особенно ошеломлен, слушая их разговор. О каком дворце они говорили? А командир? Их слова сильно отличались от того, что можно было ожидать от секты культивации. Скорее, это напоминало различные силы, которые существовали в области моря рассеянных звезд. Неужели мир культивации Великой Империи Цзинь был таким же сложным, как и мир культивации Небесного Южного региона? Хотя члены парящих племен не понимали разговора, они знали, что все обернулось в худшую сторону. Смертные уже спрятались, а культиваторы парящих племен не осмеливались уходить из страха вызвать недоразумений и могли только защитить себя от случайных травм. Огненное облако, приблизившись к ледяному пару, стало рассеивать его по разным направлениям. Хотя жемчужина ледяного кристалла была довольно удивительным сокровищем, ее пользователь был всего лишь культиватором заложения основ и не мог усовершенствовать ее, чтобы использовать ее истинные способности. С момента начала противостояния стало очевидно, что ледяной туман оказался в невыгодном положении. Юноша понимал, что его дела плохи, и изо всех сил собрал ледяной туман, но в результате был пойман огненным облаком. Вскоре после этого ледяной туман начал уменьшаться, а юноша не мог блокировать такое количество огня, независимо от того, какую магическую силу он вливал в жемчужину. Через несколько минут туман уменьшился до 10 метров. Женщина формирования ядра при виде этого повернулась к мужчине и сказала: «Командир ГУ, сделайте что-нибудь. Он еще может быть нам полезен, так что лучше поймать его живым». «Будь спокойна», мужчина кивнул, а затем выстрелил в ледяной туман в полоски белого света. 6 культиваторов заложения основ при виде этого сделали жест заклинания и выпустили облако огня. Ледяной туман взвелся, и через мгновение произошел огромный взрыв, и раздался гул, после чего туман медленно угас. Мужчина средних лет твердо стоял на месте, держа в одной руке юношу, потерявшего сознание, а в другой — жемчужину снежного кристалла. Учитывая огромную разницу в их культивации, он с легкостью мог победить юношу. Женщина с холодным лицом улыбнулась. «Позаботьтесь о нем». Эту поездку можно считать успехом. Мужчина средних лет передал юношу одному из подчиненных, а затем задумчиво посмотрел на членов парящих племен, которые были свидетелями этой битвы. Женщина нахмурилась и сказала: «Не перестарайся, это бесконечные небесные равнины, а не наш дворец 9 бессмертных. Хотя мы знакомы с храмами бесконечного неба, не стоит напрашиваться на неприятности. Парящие племена способны постоять за себя». «Понял. Тогда выдвигаемся». «Это...»
Мужчина кивнул и собирался уходить, как вдруг неосознанно взглянул на один из предметов, оставленных на земле, и вскрикнул с тревогой. Хань Ли последовал за его взглядом и увидел прозрачный камень размером с кулак. Он выглядел очень своеобразно. Хотя он был прозрачным, внутренняя его часть сверкала золотым пламенем. Большая часть его внешнего вида была грязной и неприметной, но после того, как пар от ледяного тумана смыл грязь на нем, камень вновь стал выглядеть почти как раньше. Пока Хань Ли размышлял, где он видел этот камень раньше, монарх расщепления души вскрикнул: «Золотой пламенный камень! Это на самом деле золотой пламенный камень! Малыш Хан, ты настоящий баловень судьбы!» В тот момент он вспомнил, что этот предмет был одним из важнейших ингредиентов, необходимых ему для создания веера семи огней. Его не видели на небесном южном регионе в течение многих сотен лет, и найти его было можно только в Великой империи Цзинь. Глава 894. Атака. В порыве ветра золотой свет вспыхнул перед мужчиной средних лет, и золотой пламенный камень внезапно взлетел в воздух. Мужчина средних лет слишком медленно среагировал, чтобы схватить его в своей тревоге, но золотой пламенный камень метнулся в направлении Хань Ли. В следующий момент все присутствующие были ошеломлены. Хан Ли держал камень в одной руке и тщательно осматривал его, игнорируя всех остальных. Цвет лица мужчины средних лет побледнел от ярости. Он пристально уставился на Хань Ли и произнес мрачным тоном: «Отдай мне это, и я оставлю тебя в живых, если ты отрежешь себе руку». После того, как монарх расщепления души подтвердил золотого пламенного камня золотого пламени, Хань Ли положил его в сумку для хранения легким движением руки. Затем он улыбнулся мужчине средних лет и сказал равнодушным тоном: «Я тоже хочу этот предмет, но не позволю вам забрать его или покалечить меня. Может, господину даосисту лучше просто вернуться, не устраивая сцену». Услышав это, мужчина средних лет разозлился еще сильнее и сжал руки в кулак. Внезапно вокруг него вспыхнул слой белого света шириной в фут. При виде этого женщина с холодным лицом почувствовала, что с Хань Ли что-то не так, и спросила на языке Великой империи Цзинь: «Командир ГУ, в чем дело? Что это за странный предмет? Если он не важен, не стоит поднимать шум из-за него». Мужчина средних лет помедлил, а затем послал ей голосовую передачу. Услышав это, на ее лице появилось удивление, а затем она спросила: «Это правда? Ты не ошибаешься?» «Я абсолютно уверен, что я прав», — взволнованно сказал мужчина средних лет. «Ты же знаешь, что изначально я был кузнецом, и поэтому я просмотрел бесчисленное количество высших записей о камнях. Если мы принесем это чудесное сокровище хозяину дворца, награда, которую мы получим, будет намного выше той, что положено за возвращение предателя и жемчужины снежного кристалла». Услышав это, женщина снова взглянула на Хань Ли и убедилась, что он был всего лишь на стадии заложения основ. Ее глаза вспыхнули кровожадностью: «Атакуй их! Убейте всех членов парящих племен! Не оставляй свидетелей! Храм Бесконечного Неба не станет начинать войну с нашим Дворцом Девяти Бессмертных из-за нескольких низкоранговых культиваторов и пары сотен смертных. В худшем случае мы просто компенсируем им небольшую часть потери». Затем она открыла рот и извергла полоску серебряного света, которая мгновенно метнулась к культиватору заложения основ парящих племен. Хотя культиватор парящих племен был защищен синим барьером, он не мог блокировать силу удара культиватора формирования ядра. Вскрикнув, он был разрублен на две части. Серебряная полоса кружилась в воздухе и на самом деле была сверкающим белым кинжалом длиной около фута. Культиваторы заложения основ Великой империи Цзинь тут же последовали приказу женщину и выпустили свои магические инструменты, атакуя оставшихся культиваторов парящих племен. Смертные, воспользовавшись тем, что пока на них не обращали внимания, бросились бежать. Культиваторы парящих племен при виде того, как на них напали культиваторы Великой империи Цзинь, почувствовали тревогу и ярость. Однако один из них находился на ранней стадии заложения основ, а два других — на стадии уплотнения ци. Против совместных атак 6 культиваторов Великой империи Цзинь они смогли выстоять лишь мгновение, а затем погибли. Разобравшись с ними, культиваторы Великой империи Цзинь направились к повозке Фэн Юэ. Женщина с холодным выражением на лице наблюдала за происходящим со спины летучей мыши. Но когда она повернулась, чтобы посмотреть на мужчину средних лет, выражение ее лица сильно изменилось. Когда мужчина средних лет услышал приказ атаковать, он немедленно выплюнул летящий меч и направил его на Хань Ли. Хан Ли вздохнул и щелкнул рукой в ответ, вызвав в руку маленький черный флаг. От взмаха руки он превратился в черный барьер, защищавший его со всех сторон. Серебряная полоска меча, ударившись о барьер, просто отскочила от него.
Почувствовав беспокойство и тревогу от того, что его атака была с такой легкостью отражена, мужчина средних лет быстро использовал искусство меча, заставляя серебряную полосу кружиться в воздухе, превратив меч в питона длиной 10 метров. Питон плотно сжал световой барьер, обернувшись вокруг него своим телом, и раскрыл пасть, пытаясь разорвать его клыками. Однако барьер все еще был цел и невредим. Женщина, присмотревшись к барьеру, изменилась в лице. Как она и думала, что у культиватора заложения основ, который осмелился дерзить культиватору формирования ядра, определенно была на то причина. Поэтому она указала на свой кинжал вдалеке, и магическое сокровище на мгновение вздрогнуло, а затем яростно метнулось к черному световому барьеру в полоске света. Ледяная женщина и мужчина средних лет переглянулись между собой, а затем удивленно посмотрели на абсолютно целый черный барьер. Ледяная женщина повернулась к своим подчиненным и резко приказала: «Забудьте про того, кто в экипаже. Быстро сожгите его». Услышав это, культиваторы заложения основ выпустили в воздух свои огненно-красные флаги заклинаний и снова создали облако пламени в небе. Оно стало медленно спускаться на черный барьер Ханли. Хорошо, очень хорошо. Это сэкономит мне немало усилий. После того, как Ханли пробормотал это, с верхней части черного барьера вспыхнул свет, обнажив хихикающую темно-зеленую зарождающуюся душу. Она держала в руке маленький черный флаг. Зарождающаяся душа. Ты культиватор зарождающейся души. При виде зарождающейся души ледяная женщина почувствовала себя так, будто ее ударило молотом, а затем она взмолилась о пощаде: «Мы прекратим атаку и сразу же уйдем. Мы не смеем оспаривать этот предмет». В тот же момент она приказала своему кинжалу вернуться. Внезапно вторая зарождающаяся душа Ханли слегка усмехнулась и стала сильнее размахивать флагом. Вскоре флаг вырос до 10 метров в высоту и окутал все вокруг в порыве плотной черной ци, включая огненное облако и магические сокровища. В этот момент культиваторы Великой Империи Цзинь утратили умственную связь со своими магическими инструментами и сокровищами. Флаг рассеивающий инь. Вы старейшина секты рассеивающийся инь. Мужчина средних лет испуганно закричал при виде этого флага. Затем все его тело окуталось ярким светом, и он метнулся в небо, оставив свое магическое сокровище. Когда ледяная женщина услышала, что этот флаг был сокровищем секты рассеивающийся инь, она почувствовала, как у нее кровь застыла в жилах. Недолго думая, она ударила огромную летучую мышь несколькими заклинаниями и прижалась к ней ногой. Летучая мышь внезапно стала на треть больше, засветилась ярким светом и, издав странный крик, метнулась в небо в полоске зеленого света. Она полетела в противоположном направлении от мужчины средних лет. Зная, что секта рассеивающийся инь была очень мстительной, женщина по-настоящему не верила, что старейшина из секты рассеивающийся инь захочет прекратить свою атаку. Она также почувствовала ненависть к мужчине средних лет за то, что он был таким навязчивым. Если бы не он, они смогли бы спокойно вернуться назад. Все культиваторы заложения основ Великой Империи Цзинь бросились рассыпную со своими магическими инструментами. Лазурный свет вспыхнул изнутри облака дьявольской ци, и над ним появился Ханли. Он смотрел на убегающих культиваторов Великой Империи Цзинь с холодным выражением на лице. Хлопнув по одной из сумок для хранения, он вызвал дюжину световых полосок длиной в полфута, которые разделились на две группы и бросились преследовать сбегающих культиваторов. Это были шестикрылые ледяные многоножки. В тот же самый момент флаг вспыхнул черным светом, создавая в воздухе черную дыру шириной в метр. Огромный золотой прожорливый жук, окутанный черной ци, вылетел из дыры. Его глаза сверкали мерцающим багровым светом. Внезапно он распахнул свои крылья и метнулся в направлении мужчины средних лет. После того, как золотой прожорливый жук улетел, темно-зеленая зарождающаяся душа влетела на флаг рассеивающийся инь и погрузилась в облако дьявольской ци внизу. Дьявольское облако стало клубиться, издавая пронзительный звук, а затем метнулось в небо. Вскоре облако взмыло на высоту 300 метров над землей и стал выпускать плотный черный дым в направлении огромной летучей мыши. Покидая густой черный туман, оно напоминало дьявольское божество, спустившееся на землю. Ханли неподвижно парил в воздухе, наблюдая за всем с равнодушным выражением на земле. Смертные из парящего племени сбежали вдаль, когда увидели, что несколько их бессмертных были убиты. Несколько смелых смертных остались поблизости, но они не осмеливались приблизиться к Ханли, учитывая его силу. Почти в мгновение шестикрылые ледяные многоножки догнали 6 культиваторов заложения основ. Эти культиваторы не могли справиться с ними, поскольку с ледяной ци шестикрылой ледяной многоножки не мог справиться даже культиватор формирования ядра. Многоножки тут же превратили культиваторов в глыбы льда и сожрали их первичную душу. Мужчина средних лет бежал с той же скоростью, что и его подчиненные,
поскольку он лишился своего магического сокровища. Огромное насекомое догоняло его. Вскоре на его лице отразилось отчаяние, поскольку золотой прожорливый жук махом пробил его защитные барьеры. Мужчина среднего возраста вскоре замертво упал на землю. Что касается ледяной женщины и огромной летучей мыши, ни у кого из них не было высокого уровня культивации, но с помощью своих техник они перемещались довольно быстро. Однако второй зарождающейся душе Ханьли удалось в конце концов обогнать их и окутать их черным облаком, в результате чего женщина тихо покинула этот мир. К тому времени, когда вернулась вторая зарождающаяся душа, Ханьли уже возился с жемчужиной снежного кристалла. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на то, что оставили культиваторы Великой Империи Цзинь, на его лице отразилось удивление. Глава 895. Святая бесконечного неба. Ханьли пробормотал про себя, глядя вниз на труп здоровенного юноши, у которого изначально была снежная кристаллическая жемчужина. Он хотел спасти юношу и спросить о Великой Империи Цзинь, но, судя по его темно-фиолетовому цвету лица, он покончил жизнь самоубийством, приняв яд. Зная, что ему не сбежать, он проглотил яд перед битвой. В случае, если бы его схватили, он не боялся, что его душу используют, но, учитывая, как быстро его душа рассеялась, казалось, что он сделал что-то еще. Ханьли покачал головой, не зная, смеяться ему или плакать. Вот был бы шок для него, если он в загробной жизни каким-то образом узнал, что Ханьли спасет его после смерти. Однако Ханьли на самом деле не испытывал особого огорчения по этому поводу. Недолго думая, щелкнув пальцами, он выпустил огненный шар и сжег труп юноши дотла. Мгновение спустя облако дьявольской ци вернулось. Вторая зарождающаяся душа Ханьли взмахнула маленьким черным флагом и впитала в себя всю дьявольскую ци. Затем она сделала круг над Ханьли и исчезла в его макушке. Затем он оглянулся и увидел смертных парящих племен, смотрящих на него со страхом. «Нам нет смысла здесь больше оставаться. Следуй за мной. Тебе еще нужно сообщить мне местонахождение секретной пещеры до того, как ты умрешь», — сказал Ханьли одному из экипажей. Фэн Юэ медленно вышел из экипажа с плащом на голове, а затем проговорил взволнованным голосом: «Значит, вы на самом деле старейшина секты рассеивающейся инь. Неудивительно, что вы с легкостью смогли убить этого предателя Фэн Чжэня и что у вас есть такая редкая духовная таблетка. Старейшина секты рассеивающейся инь. Я расскажу об этом позже. Идем. Ханьли холодно усмехнулся, а затем поднялся в небо на летающем мече. Фэн Юэ немного помедлил, а затем последовал за ним. Две полоски света вскоре исчезли за горизонтом. В этот момент смертные парящего племени наконец собрались с духом и реформировали свой караван. У лидеров племен было мрачное выражение на лице. Все бессмертные, которых они наняли, были либо мертвы, либо ушли. Они все еще не понимали, что с ними случилось. В течение следующих нескольких дней это происшествие получило огласку. Хотя это были низкоранговые культиваторы, их гибель все еще была значительной, особенно потому, что в них принимали участие культиваторы Великой Империи Цзинь. Культиваторы нескольких храмов быстро узнали новости об этом. После небольшого расследования они убедились, что убийца культиваторов с Великой Империи Цзинь был тем же самым иностранным культиватором, который убил нескольких их бессмертных. Судя по тому, что увидели смертные, один из погибших культиваторов был из Великой Империи Цзинь, а иностранный культиватор стал известной как старейшина одной из 10 великих сект Великой Империи Цзинь, секты рассеивающейся инь. В своих предыдущих битвах чужеземец явно использовал свои способности не в полной мере, поскольку держал свое защитное сокровище секты в резерве, но теперь, когда при нем заметили флаг секты рассеивающейся инь, он теперь ясно давал понять, что чужеземец был одним из старейшин одной из великих сект Великой Империи Цзинь, секты рассеивающейся инь. Бессмертные из парящих племен, сражавшиеся против него, вздрогнули, узнав об этом. В этот момент несколько бессмертных парящих племен пришли к выводу о том, почему чужеземец появился на бесконечных небесных равнинах и атаковал их с такой силой. В священной войне несколько десятков лет назад секта рассеивающаяся инь поддерживала племя Мауланей. Неужели старейшина секты рассеивающейся инь проник вглубь бесконечных небесных равнин, чтобы отомстить за поражение племен Мауланей, или это был какой-то другой заговор? Таких рассуждений было достаточно, чтобы оправдать его действия. Бессмертные парящих племен почувствовали облегчение, придя к такому выводу, поскольку теперь они знали, кто он. Теперь они верили, что знают, как лучше с ним справиться. Храм Бесконечного Неба немедленно отправил большое количество культиваторов для патрулирования границы с Империей Цзинь, чтобы секта рассеивающаяся инь не смогла спасти своего старейшину. Они также быстро собрали большое количество культиваторов зарождающейся души, чтобы уничтожить старейшину секты рассеивающейся инь.
Независимо от личности и способностей чужеземца, он не мог покинуть бесконечные небесные равнины живыми. И если бы он каким-то образом сбежал, это бы пошатнуло репутацию и престиж храма бесконечного неба, если бы об этом узнали. В этот день духовного освобождения жрица бесконечного неба лично председательствовала в обрядах духовного освобождения в одном из храмов и торопливо провела церемонию через 2 дня. На следующий день более 100 высокоранговых бессмертных закончили свои обряды и начали собираться за храмом в тщательно охраняемой зоне. Эта ограниченная область охватывала более 3000 метров и имела в центре огромную диаграмму формации, в которую было встроено более 100 среднеранговых духовных камней. В центре формации стоял светло-серый алтарь высотой более 20 метров. Сделан он был довольно просто, помимо нескольких неизвестных талисманных символов на его стенах, не было никаких других украшений или гравюр. Вокруг ограничительной формации, около дюжины культиваторов на ранней стадии зарождающейся души стояли с торжественными выражениями на лицах, будто чего-то ждали. Вскоре в формацию вошли 2 женщины и 1 мужчина. Посреди них шла стройная женщина в серебряном одеянии, лицо которой было покрыто белой вуалью, а ее безупречной кожи, угольно-черных волос и очаровательных глаз было достаточно, чтобы взволновать душу любого мужчины. Мужчина, сопровождавший ее, был элегантным и выглядел лет на 30, но взгляд его был мудр не по годам. Женщина рядом с ней была с красивым лицом и привлекательной фигурой, не говоря уже о том, что у нее были странные фиолетовые волосы. Она была в желтой одежде и сжимала угольно-черные руки в кулак, на каждой из которых висела призрачная голова, кусавшая за руку. Одна на лице женщины не было и следа боли. «Приветствую святую! Великих старейшин!» Как только окружающие культиваторы парящих племен увидели 3 вошедших, они немедленно поклонились. 3 кивнули в знак признательности и прошли 10 метров перед алтарем, а затем остановились и повернулись. Женщина в серебряной одежде грациозно повернулась и медленно произнесла приятным голосом: «Ни к чему излишняя вежливость. Мы проводим эту церемонию призыва не только, чтобы выследить чужеземца, но и чтобы воплощение священного зверя навсегда осталось в нашем храме. Я надеюсь, что вы, господа даосисты, будете помогать мне всеми вашими силами». На подготовку обрядов призыва 2 великих старейшин потратили почти 10 лет. Великие старейшины, пожалуйста, представьте свои предложения. Другие бессмертные парящих племен взволновались, услышав это. Элегантный мужчина и красавица с фиолетовыми волосами переглянулись между собой с улыбкой на лице, а затем одновременно хлопнули в ладони, сотрясая землю серией тяжелых ударов. Это стало большим шоком для многих присутствующих, и они поспешно огляделись по сторонам. С обеих сторон формации появились 2 группы 6-метровых медных статуй. В каждой группе было по 8 статуй, а их тела сияли золотым светом. Все они держали 2 огромных деревянных паланкина, медленно продвигаясь к алтарю. Когда бронзовые статуи принесли паланкин к алтарю и положили его на землю, даже собравшиеся культиваторы невольно удивились, увидев, что на нем было. На одном паланкине был огромный бизон, светящийся лазурным светом. С другой стороны был свернут огромный белый питон. Они оба крепко спали. Но более всего удивляла демоническая ци этих зверей. Это указывало на то, что эти демонические звери находились на пике 7-го ранга и были на грани превращения в грозных демонов 8-го ранга. Неудивительно, что великие старейшины потратили столько времени, чтобы поймать их живыми. Женщина в серебряной одежде холодно посмотрела на присутствующих и тихо сказала: «Это лазурный ветряной бизон и ледяной броненосный питон. Это редко встречающиеся звери, и она наиболее подойдут для жертв. Нам нужно будет увидеть, достаточно ли их для воплощения священного зверя в нашем смертном мире. Теперь давайте начнем подготовку к жертвоприношению». Затем она взмахнула рукой в направлении огромных животных на паланкинах. Внезапно из ее руки вырвались серебряные нити и плотно обвились вокруг зверей. В следующее мгновение нити вспыхнули серебряным светом, и огромные звери всплыли в воздух и стали двигаться к алтарю. В этот момент лазурный бизон начал просыпаться и, увидев, что происходит, понял, что находится в опасности, и начал трясти тело, пытаясь вырваться на свободу. Тем не менее, на его тело было наложено несколько видов ограничительных заклинаний, а также более 100 серебряных цепочек, сковывающих его и препятствующих малейшему движению. Он мог только смотреть в яростной тревоге, плывя к алтарю. Его попытки взреветь были напрасны, поскольку его рот был плотно закрыт. Женщина в серебряном одеянии повернулась к алтарю и взмахнула рукавом, выпустив в воздух шар лазурного света размером с кулак. Он обвился вокруг быка, а затем остановился над ним, превратившись в маленький котел, окутанным слабым лазурным пламенем. Паря в воздухе, он не останавливал вращаться. Святая сделала жест рукой и начала медленно бормотать заклинание.
Лазурное пламя охватило котел, постепенно увеличивая его до 3 метров. Если бы Ханьля увидел его, он был бы ошарашен. За исключением пламени котла, он выглядел почти точно так же, как и небесный котел. Кроме того, на его поверхности были похожие иероглифы и гравировка.